А вот знаете, как Xiaomi компания убрала местечковых производителей каких-то бюджетных планшетов? Я вам сейчас расскажу такой момент. Дело в том, что это Xiaomi Redmi Pad 2. Многие слышали про этот планшет. Он бюджетный, а это действительно бюджетный, потому что за его деньги, ну вы еще увидите его на распаковке, тут металл, там есть быстрая зарядка, короче, экранчик 90 Гц, 360 Гц просто, ну это все фигня. Ребят, его, вот он стоит, там, допустим, $185, даже дешевле с нашими промокодами, на Алишке он стоит, да, 8 на 256. При том, что эти чертяки умудрились сюда засунуть 10-битный экран. Dolby Atmos, вы видите, Dolby Atmos 4-динамичный звук, яркий, классный звук, громкий, четкий. Они сюда умудрились засунуть 9000 мАh батарею. И процессор не Allwinner какой-то, не Rockchip. Здесь стоит MediaTek Helio G100 Ultra. А это хороший проц, среднебюджетный проц. И даже поиграть на нем можно во все что угодно. Ну, кроме 3D-проектов, я всегда всем говорю. Потому что здесь стоит Mali G57 MC2 ускоритель. На секундочку, за $185. Это при том, что какие-то вот OEM-производители, которые заказывают чего-то там на Allwinner'ах и за эти же деньги продают их там, допустим, ну вот как у нас на рынке Украины. А тут, извините меня, Xiaomi с 10-битным экраном и 90-герцовым за 185, еще и с промокодом скидка. Это просто нереально круто сделано. Это просто, потому что знаете, вот когда ты начинаешь придираться, вот у меня был Xiaomi Pad 7, он не идеальный, он вообще не идеальный, там можно придираться ко всему. А тут ты берешь такой и думаешь, так, давайте сейчас придираться, потом, $185, ребят, $185, а что я от него хочу? А он действительно за 185-то работает, прикольно. Хорошо, давайте камера. Я никогда не позиционировал, допустим, планшеты как камерафоны. Ну да, Xiaomi Pad 7 он снимает классно, и Pad 6 снимает классно, у них более-менее хорошие камеры. Давайте вот видео поснимаем. Давайте. А ну, лисичка. Вот, давай мой телефончик. Я вот здесь его буду так держать. Ну вот, а теперь давайте так. Да, в нем нет стабилизации. Сейчас он жестко зафиксирован. Но сказать, что планшет за $185 внутри помещения вот так вот хотя бы так снимает, это, простите, у меня слов нет. Ребят, короче, переходим, распакуем, посмотрим, сколько стоит. А ты сейчас вот двигаешь, вот зря ты его сейчас двигаешь. Он меня потерял, ну, потому что это планшет за $185. Можно многое простить. А там можно автофокус еще тапнуть? Фокус? Сработало? Да ладно, что вы со мной делаете, чертяки? В общем, а по камере-то у нас, ну давай, бери уже, отдавай мне планшет. По камере у нас достаточно интересный вопрос. Мы даже фотографировали фотографии, лисичка у нас занимается тестами. И что у нас там по фотографиям? Ну, пацаны вам повставляют какие-то фотки. О, кстати, да, а по фото-то он тоже неплох. Елки-палки, лисичка, тебе понравилось по фото? За $185, да. Вот. За $185, да. При том, что вы сейчас видите эти фотографии. И, ну, слушай, а действительно это фото неплохие? Слушайте, а фото-то неплохие. Не знаю, Xiaomi, я так думаю, что бизнес OEM-производителям ты подрубил. Слушайте, фотографии действительно неплохие. По видео я вам скажу, да, жестко надо фиксировать. У него, слушайте, у него даже экспозиция нормально отрабатывает. У него даже, Матью, нормально отрабатывает экспозиция. В планшете за $185. Это уже получается не просто счетчики по фотографии. Слушай, а здесь же мы без света фоткали, да? Мы же здесь без света фоткали. Ребят, нет. Переходим, тестируем, потом сделаем выводы. Смотрите, версия 8 на 256 стоит $187. И это, поверьте, за планшет такого уровня это хорошая цена. Вы можете 4 на 128 за 153 взять. И если вы закупаетесь конкретно на международном alina.com, да, то есть у нас есть еще и промокоды для вас. В описании под видео ссылка. Во-первых, на этот планшет ссылка. Во-вторых, на промокоды ссылка. Да и сам промокод там лежит. Но давайте посмотрим, что нам заявляется производитель. Обычно они тут так любят расписывать, что мы потом по факту мы либо подтвердили их слова, либо
скажем так, опроверги. Ну, Mediatek Helio G100 Ultra — это очень хороший процессор в плане того, что был когда-то G99, а потом они сделали G100 Ultra. Это прям вот получился такой середнячок с Antutu под 500 тысяч, там до 2,2 ГГц, с Cortex A76 ядрами. Вот прикольно, кстати. 11 дюймов. Смотрите, 90 Гц у нас refresh rate, это у нас FPS. Но у него 360 Гц touch sampling rate, то есть можно поиграть. Я там, конечно, буду пробовать, но вот у меня особых вопросов по экрану вообще не возникло. Хотелось бы чуть больше яркости на солнышке, но там есть в меню пункт, который ты включаешь, и там вот в дневное время, вернее, на улице включить, он гиперяркость включает. Да, по яркости он классный. 9000 мА, 18 Вт быстрая зарядка, ну это вы уже видели. И что у нас еще тут есть? Квад-спикеры, Bluetooth 5.3. Это мы уже с вами рассмотрели. Что они нам тут заявляются, кроме того, что мы с вами протестируем? 1500 к 1 контраст, неплохо, 10-битный экран. 10-битный экран за $187, 8 до 256 с 10-битным экраном. Да какого черта вообще? Xiaomi, вы чего делаете-то? Адаптивный Sync Fresh Rate — это понятное дело. Сертификация TÜV есть для защиты глаз. И знаете чего хватает? Я вам скажу честно. Смотрите, они заявляют, что на 9000 мА 86 дней в стендбай. Тут я могу подтвердить, стендбай он вообще лежит бесконечно долго. 230 часов музыкальный плейбэк, 17 часов видеоплейбэк. Но я вам скажу, я вчера смотрел на нем сериал на Netflix. Я посмотрел сериал там 2 или 3 часа. Потом я посмотрел на нем чуть YouTube, потом я поиграл на нем в танчики, в блицы. Потом я там полазил в интернете, смотрел фильм «Эбигейл», кстати, в хроме. И у меня хватило планшета на полный световой день, и оставалось где-то 30-35% на конец дня. Это при том, что я так конкретно на нем засиживал. Так, дальше можно поставить карточку на 2 терабайта, Dolby Atmos, хорошо, это он может декодировать, это не значит, что он может там и HyperOS 2, ну, заявляют. Ссылка в описании под видео, пошли уже тестировать, ребят. Так, посмотрим, ну, оно уже распаковано, давайте посмотрим Redmi Pad 2, открывайся. На HyperOS это у нас официальная европеечка. Коробка, чтобы вы понимали, открыть вообще непросто. Так, сразу видим 11 дюймов, 2,5К дисплей, массивная 9000 мА батарея, и это расширенный Helio G100 Ultra. 4-спикерная система, это вот вкрай неплохо. Сейчас мы к нему перейдем, посмотрим, что у нас. Ага, есть зарядочка, кабель зарядки. Зарядка у нас быстрая. Давайте посмотрим на саму зарядочку. Вот все ее характеристики. Можете внимательно рассмотреть. Здесь все прекрасно видно. За это спасибо огромное. У нас есть скрепка здесь. И, в принципе, больше ничего нет. Для бюджетных планшетов у нас ничего и не предназначено больше. Хорошо. Убираем коробку. Кстати, на коробке, видите, написано Dolby Atmos. Они прям подчеркивают это. И на самой коробке сзади вообще ничего не написано. Короче, давайте к планшету вернемся. Как его тут скрыть? Ага. Знаете, очень сильно мне напоминает Xiaomi Mi Pad 7. Это вообще очень сильно напоминает. Что могу сказать? Металлический. Ну, мы видим здесь камера у нас. AI камера, как всегда любят. 8 мегапикселей с апертурой 2.0. Снизу у нас, видите, есть вот такой вот лоточек, для чего мы сейчас с вами выясним, где наша скрепочка. Оп. И посмотрим, что у нас тут. Так, под SD-карту разъем, не под симку. Могу сказать сразу. Но, в принципе, это тоже неплохо. Так, дальше. У нас есть двойные динамики, раз-два с одной стороны, при этом у нас, видите, Dolby Atmos опять подчеркивает, кнопка блокировки, качелька громкости, и есть у нас, видите, здесь Type-C-шка, 3.5 выход и двойные динамики с другой стороны, то есть, что у нас по факту квад-звук, это очень неплохо, сам по себе металлический, спереди стекло, не пластик, сразу говорю, могу включить
показать первичное включение, если он заряжен, конечно. Да, он заряжен. И, в принципе, я уже готов его пойти настроить и потом делать, скажем так, тесты. Неплохо, очень неплохо по сборке, очень хорошо сидит в руке, увесистый, классный. Минус из того, что нет ни чехла, ни пленки. Пленки на экранчике нету. Спереди мы видим камеру тоже. Теперь по микрофонам. Вот сверху вижу один микрофон, пожалуйста. Снизу микрофона нет, поэтому есть как есть. Ну вот смотрите, какой яркий, прикольный экран. Все, ребят, проходим, настраиваем и будем его тестировать. Итак, смотрите, плавность достаточно неплохая. То есть мы понимаем, что этот процессор неплохо отрабатывает. И если пойти в AIDA 64, мы видим, что это бренд все-таки Xiaomi. На MT6789 платформе 8 на 256 с процессором. Видите, у нас 6 ядер Cortex A55 и 2 ядра Cortex A76 на 64 бит. У нас операционная система. А за видео у нас отвечает Mali G57 MC2. Разрешение экрана 1600 на 2560. Ну, заявляют 276 dpi. И у нас, видите, сразу сеть. А давайте сразу и сеть-то тестировать. Смотрите, 5 гигагерцовая сеть у нас, в принципе, мы видим 300, ну, в районе 300 мегабит туда и обратно. Это достаточно хороший вариант именно для Mediatek процессоров базового нишевого уровня. А 2,4 ГГц мы тоже с вами видим, это уверенный выше среднего результат. То есть мы понимаем, что сеть у нас, да, работает достаточно стабильно, но мы не ждем отсюда чудес. Аккумулятор 9000 мА и работает он на Android 15 без доступа к температуре, поэтому у нас именно без доступа к датчикам температуры, поэтому тестов на Throttling Test, к сожалению, не будет. Ну, нету смысла гонять его туда-сюда, потому что мы там ничего не увидим. Теперь по кодекам. Вот есть у нас AV1, есть у нас VPX, ну, грубо говоря, VPX, это знаете, что это V8. Есть VP9, есть 265, то есть в принципе на данном планшете у нас есть все кодеки для просмотра контента. И в принципе это все у нас можно подтвердить, просто запустив Netflix. Где я, в принципе, вот вчера смотрел, видите, у нас фильм, короче, в принципе, «Война и повстание», такой достаточно хороший фильм, звук хороший, смотрите, четырехканальный, четырехдинамичный, и я вчера получил отличный, в принципе, такой опыт просмотра фильма. Мне понравилось, как это работает, сейчас попробуем посмотреть. Он поддерживает у нас HD качество и пространственный звук на 4 колоночки. По стриминговым сервисам, по Netflix и тому подобного вообще вопросов нет. Поэтому, кстати, если вы не знаете, где взять украинские стриминговые сервисы по типу Мегуго, Свит ТВ и так далее, то, конечно же, вот QR-кодик сосканируйте и будет вам счастье. Либо в описании под видео есть ссылочки. Если говорить о яркости, то яркость очень даже неплоха. Смотрите, то есть мы сейчас на максимальной яркости, это студийный свет, у нас очень ярко и достаточно. Не так хорошо было бы на очень открытом солнце и прямом, но в принципе в освещенных помещениях дискомфорта вы не испытываете абсолютно. Если брать Antutu, то у нас он набрал 427 390 баллов. А это означает, что в большинство игр вы можете спокойно поиграть, при этом вы можете работать с социальными сетями, ТикТоком и тому подобными. Давайте мультитач-тест проведем. 10 касаний у нас спокойно отрабатывает. Ну и, конечно же, пойдем. Именно, у нас обновление прилетело, что ли? Да, прилетело обновление, патч безопасности, то есть планшеты обновляются от Xiaomi. У нас есть, смотрите, зашли в настройки о планшете. Мы видим, что можно обновить. У нас есть обновление. Это имя устройства Redmi Pad 2, 256 на 8 гигабайт. Подробная информация и характеристики нам показывают, что у нас, видите, Helio G100 Ultra. Это, кстати, хороший действительно проц, энергоэффективный и недорогой. Теперь у нас есть взаимосвязанность. Это взаимосвязь с Xiaomi. Когда-то мы уже показывали, как это работает с Xiaomi устройствами на примере Mi Pad 7, когда вы можете управлять Xiaomi устройствами на вашем устройстве, на экосистеме Xiaomi. Это очень удобная фишка, она здесь есть. Теперь, это если у вас смартфоны Xiaomi, часы и тому подобное. Точки доступа есть, все это хорошо, и даже беспроводной дисплей он поддерживает. А вот по экрану яркости, давайте автояркость отключим.
Кстати, мы можем включить режим на улице, и когда солнышко будет попадать, он будет, видите, он даже приспустил чуть. Когда солнышко попадать будет, то будет вообще яркий-яркий. При том, что у нас здесь с вами, видите, мы можем настроить частоту обновления до 90 Гц. Будет 90 герцовое обновление, экрана будет вообще очень-очень хорошо и плавненько. По батарее мне спокойно хватало на день такого, знаете, активного использования. Ну, это у меня он уже лежал, выходные все. Свободно хватает на день активного использования, даже с играми очень неплохо он справляется. Если уже закрывать вопрос мультимедийности, то давайте там войдем на 4К Geoplace и посмотрим наши ролики тестовые, которые мы делаем, и протестируем звук. Звук отличный, объемный, достаточно басистый. Максимально, что он декодирует, это 2К 60 Гц. Ему это не мешает, скажем так, с этим всем делом работать. Слушайте, очень-очень-очень хороший звук. Смотрите, углы экрана, углы обзора достаточно широкие. Не скажу, что они мега идеальные, но это прям очень хорошо. Прям очень хорошо. Поэтому по мультимедийности данный планшет подходит для фильмов, для развлечений, для кино, для видеоконференц-связи. Само собой у нас камера, но по качеству камеры мы с вами уже поговорили во вступлении. Тут мы на этом останавливаться не будем. Ну и насчет игр, конечно же, поиграть можно. Мы играли здесь спокойненько в PUBG Mobile. У нас он выдал настройки по умолчанию сбалансированные, то есть это в принципе очень хорошо, и я вам скажу, никакого сумасшедшего нагрева я не испытывал. Я вам скажу еще одну вещь, что необходимо для того, чтобы играть комфортно, вам необходимы напальничники, потому что экран имеет достаточно интересное покрытие при долгом контакте, то есть у нас либо аэрофобка начинает, скажем так, тормозить, то есть используйте напальничники, будет топ, будет вообще топ, и в PUBG Mobile у меня вопросов не было. Я играл тут, там дрался, бегал, прыгал, никаких лагов, тормозов нет. Также мы поиграли Shadowguns Legends, и в Shadowguns Legends мы смогли поставить средние настройки 60 Гц, хотя я рекомендовал бы либо автоматические 60, либо низкие 60, либо средние 30. Вот так вот. Вот в таком варианте это комфортный гейминг на данном планшете. Я спокойно тоже играл в эту игру, нагрева особого не испытывал. Да, в принципе, что может тут пойти не так? Действительно, достаточно мощный процессор для планшета такого вот начального уровня. И это даже лучше, чем... То есть это планшет по цене начального уровня, но при этом с возможностью достаточно неплохого игрового планшета. Также в нем есть и акселерометр. Мы спокойненько играли в Asphalt 9 на варианте акселерометра. Я даже пришел, черт возьми, первым, но это все такое. Да, смотрите, качество он дал не самое низкое, он дал среднее качество настроек на асфальт. Никаких пролагиваний тормозов мы не заметили. Поэтому, я вам скажу, акселерометр тоже отрабатывал вполне прилично, и особых у нас input лага мы не заметили. Поэтому тут люто плюсую. Ну и, конечно же, танчики. Танчики мои любимые. Мы играли в танчики. 60 FPS он спокойно тягает. Но при этом вы должны понимать, что ни о каких там 3A играх по типу Genshin Impact я бы не заикался и не говорил. Потому что, или там, допустим, COD Mobile Warzone, да, которые там требуют уже там какого-нибудь Snapdragon Gen 1, Gen 2, чтобы для комфортного гейминга здесь вы так не поиграете. В целом планшет на меня оказал такое благоприятное впечатление, я готов пройти и прорезюмировать его уже на выводах. Ребят, за $185, вот чтобы вы понимали, Redmi Pad 2, я ее сейчас на пьедестал такой, в металле, с какой-то камерой, с нормальным звуком, с нормальными мультимедийными возможностями. Да я не то что рекомендовать. Блин, за эти бабки, я не знаю, найдите что-то, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Да, вот можно Poco рекомендовать, но это все суббренды Xiaomi. И они примерно все в одинаковом. Но вот они на G100 Ultra сделали вот неплохой планшет, мне очень сильно понравился. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.